Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 11-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске для прапора пометили на таможне 4 наливника по квесту «Нефтянка». Там же на таможне подстрелили 15 диких по квесту терапевта «Водолей. Часть 2». И достигнув 17 уровня персонажа, закрыли квест барахольщика «Только бизнес». Выпуск поддержали финансово Кристи Нести, Ацтек, Салвадор, Николас, Ли, Талисин, Джон Рейд, Кролик, Иван, Ванек-Огонек, Мойса, Опачки-1, Опачки-2, Облом, Скептик, Крин и Борода Локи. Вам огромное спасибо, ребята, за щедрость и доброе слово. Будьте здоровы. На новом месте все хорошо, грех жаловаться. Ростову-на-Дону привет. Я когда начинал играть в Тарков, сначала играл в офлайн режиме, как раз чтобы узнать, что, как и где. Урал привет, Липецк привет, Подвал резерва привет, ждите, сегодня буду. Шпундеру привет и Питеру тоже большой привет. Всем приятного просмотра. На днях был подкаст с Никитой Буяновым, в Твиче я смотрел, и там они выдавали промокоды вот такого плана. Terragroup 6203, Room with Secret и прочие прелести. 5 штук их было. Все я их забрал, но, к сожалению, забыл зайти в игру и активировать их тут. И время вышло. В общем, я ушел не солоно хлебавши. Но зато прапор подогнал неплохо. Тут целых 3 страховочки. Тут мы можем получить... О, да, нормально. И оружие имеется, и шлемы, и бронежилеты, правда. Куда мне это все размещать сейчас, я пока не знаю. Ну пусть пока полежит. О, в убежище смотри, красота какая. В санузле что-то там сварилось. Магазин я ставил. Есть. Забираем один магазин. Надо будет сразу, кстати, второй поставить, не забыть. Тир устанавливаем. Бам. Ё-моё, вот это порядок дикий. Верстак что-то сварил, проводочки я заказывал. Вкусно. Спасибо. Нормально, вентиляция теперь максимального уровня у меня. Пищеблок готов 2-го уровня. О, какой симпатичный теперь у меня пищеблок. И тут я смогу позволить себе варить, что, например, ну, тушенку ту же самую. Ой, сигареты можно варить квестовые, еще пока квест не сдал же я с сигами. Ну и зона отдыха у меня готова. Теперь я буду спать не на палетах и матрасе, а на матрасе койки целой, ё-моё. О, оказывается, у терапевта непринятый квест есть. В отдых у моря, говорят, найти кейс-информатора на локации Маяк. У нас есть квест сельпо с тушенками этими, будь они неладные. И есть еще какой-то авторем, точно. Мне нужны будут аккумуляторы и эти самые свечи зажигания. Так что первый разведывательный рейд предлагаю сходить за Дикого по классике, посмотреть эти тушенки, аккумуляторы и свечи на развязке. Там этого добра должно быть предостаточно. Главное оказаться в нужное время и в нужном месте. Опанчики. Я ни черта не слышу в этом шлеме. Поэтому снимаем его, чтобы хотя бы что-то слышать. Так, 21 минута имеется. Аккумуляторы свечи не имеются. Значит, пойдем прямиком, наверное, в Волле. Блин, хотя тушенку хотел уже еще посмотреть. Как сделать? Ай. А, все. Конец мне. Я планирую сходить, знаете куда? Я хочу сходить в лес по квесту от терапевта врачебное... А, нет, планы снабжения, эту папку вынести из леса, но передам я ее лыжнику и закрою, попробую квест своего рода саботаж. Значит, идем за ЧВК в лес 16-18, страховать будем бронеразгруз свой ненаглядный, и шлем, пожалуй, застрахую, да и все. Все, отправляемся в лес, смотрим эту папку, и надо постараться ее вытащить. У терапевта, конечно, этот квест провалится, но у терапевта гораздо проще поднять лояльность, нежели у лыжника. Так. Понял. Че, пофиг, прямиком-то по нем? Ну как прямиком? Прямиком в сторону, я имею в виду. Ты, а чё мы стесняемся? Пойдем картотеку посмотрим, флешку там заберем. Пофиг, помрем так помрем.
Палева не было. Что тут Диса хитрый лазил. Про патроны, какие я еще не видел, трассеры. Первый раз вижу. Ну, коробку патронов. Вот она, 308-я. Никому не нужная. Вот они. Евро. И тут флешка, да? Конечно, нет. Ладно. Ну и ладно. Не нашли здесь, так найдем в другом месте. Когда-нибудь, рано или поздно. На МЧС уже возня. Надо по-быстренькому мне внедряться туда. В эти самые... во времянки. Пока они отвлеклись друг на друга. Главное, чтобы этих не было, да? Светлоозерских. Потому что светлоозерские мне точно не дадут тут погулять. Так. Так. Вот тут, кажется, папка. Точно. Есть папочка. Еще быстро вкусности заберем. Там же сейф есть. Вот сейф надо будет глянуть. Ну, порадуй старика. Ой, базару нет, хорош. Вот так вот. Разведданные нам нравятся. Разведданные нам нужны. Из разведданных мы сварим. А что это такое 28 килограмм? Ничего себе. Все, надо сыпаться отсюда. КПП пойдет. Сюда его. Все, пора домой. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Пойду в сторону 16 ЗБ. Будем надеяться, что она работает, если я дойду, конечно, до нее. И попробую выйти на 16 ЗБХе. А кроме нее, что у нас там еще есть? Северный, южный пост. Но если ЗБХ не будет работать, то можно будет, наверное, на северный пойти. Потому что южный, он частенько простреливается там со всех сторон. Северный более-менее поспокойней там. Так. Есть клиенты. Но шкура цела уже неплохо. Ну, не говори.
Гнида! Ого. Блядь, ебал его! Вот петух! Just fucking die already! Что-то какой-то злой, но... А вот он. Тут еще кто-то, по-моему, есть. Наверное, зря я всем этим занимаюсь сейчас. Нифига себе там активность зашкаливает, да? На МЧС. Борьба жестокая идет. Ну, что-то несерьезно. Блин, палатку я хотел еще глянуть. Хотя там флешка, блин, не спавнится. Опачки. Ой. What the fuck? Вон он пошел. Хуйло, вот хуйло! Конец тебе! О, присел лутать. Ты чё? Точно такой же, как до этого был. Все, я пошел. Мне пора. Я, конечно, все понимаю, но... Мне пора домой. Увлекся я тут с вами. Не буду, наверное, ничего лутать. Самолеты, тайники, все это дело. А просто пойду домой и постараюсь вынести эту папку. Еще и аирдроп полетел. Замечательно. О, работает 16-я ЗБС-3. Скрыто все, лутали пацаны. Но это те пацаны, которые на МЧС пошли. Готов поспорить. Это они тут лутались. А один ящик почему-то не подлутали. А нет, все вычистили. Нормально. Ну ладно, пошел я домой. Моя задача выполнена. Так что хороший быстрый рейд получился, я считаю. Ну а чё, спаун неплохой был, в принципе, недалеко от квестового места. Выход, который мог и не работать, в принципе, он работал. Да и активность на карте была в стороне МЧС. Значит, мы планы снабжения подрываем терапевту и передавать ей эту папку не будем. Этот квест мы провалим намеренно. А папку эту мы передадим лыжнику и выполним квест своего рода саботаж. За провал квеста планы снабжения у терапевта даже штрафа нет. У меня как была лояльность 0.27, так она и осталась. Так что очевидно, что лучше ее сдать прапору и лыжнику. Зато терапевт дает мне квест теперь
окончательное устранение — это недельный квест, в котором нужно устранить 55 диких на любой локации с любого оружия, так что все это дело будет выполняться попутно. Так, времянка на таможне. Найти защищенный кейс для документов 2031 во времянке на таможне. Мне нужен будет ключик. Вот этот ключик мне нужен. Идем за ЧВК на таможню. Мне нужна времянка, которая находится посередине прям карты и на такой открытой довольно местности, которая простреливается как со скелета, так и диких там ходит довольно много. Прям напротив автобусной остановки эта времянка. Вот туда мне и нужно проникнуть и забрать папку. Так. Охотничьо-промысловый. Значит, выход у меня, кстати, на лодке. Да, ВСРФ, лодка контрабандиста. Уйти, твою мать. Я тебя понял. Нет. По кому он стреляет? Вряд ли по мне. Уже. А, он уже по другим. Уже по другим шмаляет. Хорош. Давай, мочи их, мочи, братан. Ходят тут всякие. Вот она, эта папка. Бам. Что это такое? Плюс 8. Ладно, чисто для опыта возьмем. И чисто для опыта можно вот это сделать. Блин, и там снайпер, и тут снайпер, и все по мне летит. Ага, там флешки, слышал? Слева, настройки. Значит, пробуем в эту сторону. На лодку контрабандиста. Было бы очень здорово, если бы она работала. О, она работает, пацаны. Есть костер, значит, лодка работает. И пока кругом происходит возня, я постараюсь выйти. Получилось? Получилось. Пробежка в итоге получилась, но ничего страшного, на выполнение квеста это не влияет. Моя задача была вытащить эту папку, и мы компромат-квест завершаем, так как папку удалось вытащить и выйти с локации. Все нормально. А вот и квест рожки для мороженого, который я уже частично приготовил. Один рожок сварил, второй варится, и третий тоже доварим, если найдем где-нибудь. Это простенький квест. Осталось выполнить квест, что на флешке, и я смогу тогда лояльность 2-го уровня у лыжника открыть. Не то чтобы она там очень нужна была, но мне нужен
доступ к квесту «Друг с Запада». Иначе мне миротворца никак не открыть. Значит, разведывательно-лутательный рейд предлагаю сделать за Декова, сходить на бережок и посмотреть там флехи. В Норвинском, в Чупике, в коттедже, куда только можно будет прийти и поискать эти флешки. Опанчки. Мы можем... Или не можем? Ой, 20 минут. Мы можем вообще, пацаны, все, что захотим, можем себе позволить. В общем... Все точки с сейфами лутануть, я имею в виду. Даже рюкзачок есть какой-никакой. По выходам. Разрушенная дорога, проход в заборе на юге, подвал админкорпуса. На чупа-чупс. Забежим, посмотрим. Там, правда, говорят, может босс какой-то спавнится, и он слишком жестокий какой-то. Ну и ничего. Чё ты? Да чё такое? What the fuck? Чем я тебя, Дарков, обидел? Ну почему ты мне не даешь лутать? Может, от человека зависит? Ну, по-любому, давай попробуем забежать туда наверх. Там есть целый сейф, там есть куча картотек. Может быть, в картотеках флешки найдутся. Мнение по этому вопросу расходится у публики. Кто-то пишет, что в картотеках все флешки нашел. Кто-то пишет, что ни одной флешки вообще в картотеках не нашел. Так что доверяй, как говорится, но проверяй. Пойдем, сами проверим. У меня будет весомый аргумент в виде видео доказательства. На Чупик, а потом можно будет на Норвинский газануть. Эй, давай. Эй. Давай, молодец. Ой, хорош. Если долго мучиться, что-нибудь получится, говорит. Опа. Это что за хрен? Не босс ли случаем? Что-то на суете какой-то непонятный тип, да? Дикий. О, холодильник какой-то появился. Тут же вроде не было этого барахла. О, пиздарики навожу руками. О, ништяк, шкура цела, уже неплохо. Чё, как оно? В общем, целом. О, пойдет. Страшно выглядят, но на самом деле это вроде бы как боты. Обычные боты. Пару релешек. Хозяйству пригодится. Но если что, выкинем, они недорогие. Но сейф не лутан, это приятно. Если сейф не лутан, то очевидно, что и картотеки не тронуты. Скотч. Какой приятный звук ходьбы по линолеуму стал, прям. Молодцы, Battlestate.
офис директора заправки. Пойдет. Там же тоже этот сейф. О! Спасибо, Тарков. Спасибо, спасибо. Вот тебе и картотеки. И это причем не случайность. Я уже второй раз в картотеках нахожу ключ-карту от лаборатории. С дисков богато. Нормально. Ого, он, оказывается, тут все это время был. Нифига он битком, смотри. Вая, вот это мы забираем, вот это мы тоже забираем. Вот так вот. А вот тут мой корефан точно бывал. Все, пацаны, до связи. Ага. Благодарствую. Смотри, тут что-то наполнили прям какими-то интересностями, да? А, ну здесь же укрытие добавили для этого самого, для босса, да, походу? С утра выпил, день свободен. Скорее всего, так оно и есть. Ладно. Несмотря на то, что я нашел ключ-карту от лаборатории, я все-таки пойду на Норвинский и посмотрю там флешки в сейфах. Раз тут не лутано на чупике, есть основания полагать, что и Норвинский не лутан, да и вообще тихая локация. 13 минут у меня имеется всего лишь. Долго я, конечно, с чупиком провозился. Долго. Еще раз, где у меня выходы? Забор на юге, подвал в админке, разрушенная дорога. А, разрушенная дорога, это же это. Вы же говорили, что это переход на маяк. Ну, этот самый. Возле тоннеля. Так что получается по пути. Надеюсь, это челобот. Гарара хер. Гарара. Это свои товарищи. Зеленый ящик лутан. Это плохой знак. Скорее всего, здесь уже на Норвинском кто-то хозяйничает. Нехороший вы, блядь, человек. Или он кого-то увидел там. Ага, все наизнанку. А вот это вот плохо. И тут все наизнанку. Понятно. Делать тут нечего. Норвинский обглодали. Перебили местных товарищей и полностью обглодали его. Гидрошок. Да нафиг, я с ними не играю. Все равно промахнулся. Мимо мешка закинул. Надеюсь, не собираешься по мне стрелять? Ведь выскочил. Блин, не было ключ-карты от доступа в лабораторию, я бы попробовал все-таки в пожар перепрыгнуть. А, понятно, тут лутано. А вон кореш бежит, да? Спешит, торопится домой. Понятно.
10 минут. На грани красного таймера, но это ничего страшного. У меня этого времени за глаза хватит, чтобы посмотреть эти самые коттеджи. Плюс можно будет глянуть тайнички, какие, знаю, там в деревне. Должно хватить времени, я думаю. Если ничего не приключится на этих самых, на коттеджах. Было бы подарком судьбы найти сейчас убитого свитовца, санитара, который с Ксюхой ходит. У него шестидесятники. И закрыть квест прапору, да? С рожками. Хотя бы один магазин, чтобы найти. Второй-то у меня уже сдан, а третий варится. Вредно не мечтать, как говорится. Все, вот они, коттеджики. Выглядит все мирно. Мирные жители тут. И ключик на бочку глянем. Обязательно. Ну чего ты притворяешься? Нормально же все было. Но сумка не открыта, хотя бы челоботами не лутана. Возможно. Ой, здесь ЧВК, возможно, не было. Смотрим. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Конь какой-нибудь. Мануал. Мануал в сейфах, по-моему, не спавнится. Видимо, это кто-то уже лутанул с ЧВК. Печально. Обидно, досадно, ну ладно. Все. Пусто. Вычистили. Ну, пошли по курткам. Что успеем, глянем. Что не успеем, то не глянем. Тоже, видишь, рейду рознь. Какие-то места вообще не тронуты. А какие-то прям вычищены. Тут, скорее всего, даже наверх не пойду, не буду тратить время. Скорее всего, все вычистили. Ой, не туда забежал. Потерялась я. Давай, давай, быстрее. Изолента. За болтиками бы сходить тоже не помешало.
Да, тут, судя по всему, ЧВК лутались. Ну и ладно. Ох, как это неприятно, когда вообще прям в ноль, вообще ничего нет. Открываешь пусто, открываешь пусто, открываешь пусто. Прям досадно. Опа, ну хоть что-то. Куртки противогаз. Нормально. Ладно, бог с вами. Смотрю только тайники, тогда да и пойду. А тайники уже кто-то посмотрел. Без меня в умные нашлись. Нет, не все. Серебро нашел. Три минуты, ё-моё, я не успеваю на выход. О, вот это приятно. Вот это приятно. Хорошо, продадим прям, если доберемся до выхода вовремя. Ну давай, без вот этого вот всего. Уйти, твою мать. Зря перся сюда. Все, один тайничок смотрю, можно было бы еще внутри там поковыряться. Да всегда места предостаточно, где лут посмотреть. Да почему не работают тайники? Что происходит? Похвалил БСГ за хороший звук при ходьбе по линолеуму, а тут тайники сломаны. Как жить-то без тайников? Как? Я думал, раз не в сейфах, то, может, в тайничках подвезет найти флешку. Я там тоже, в принципе, находил флехи. Ну и ладно. Нет, так нет. Что ты теперь сделаешь? Зато есть ключ-карта от входа в лабораторию. Мне ее в любом случае надо будет рожать потом для егеря. Уже неплохо, я думаю. В санузле сварился второй магазин, 60-ник. Я думаю, что можно смело заказывать третий, и больше шансов, что я его быстрее сварю, чем найду где-то в рейде. Передаю сразу 60-ник, чтобы не забыть потом. Ну и все, последний остался. Все, идем за ЧВК дальше. Пойдем мы в сторону резерва. На резерве меня ждет два квеста. Один из них это подземка. Мне надо будет в бункер спуститься и посмотреть там комнату командную, вот этого самого командования точнее. А второй квест 2 маяка я с собой взял. Мне надо будет цистерны с топливом. Если где-то неподалеку буду пробегать, то их сразу помечу. Текиндер. Далековато я от интересного для меня места. И вот эти перебежки по открытым местностям. Вон ЧВК справа бежит.
как-то так. Я на месте. Почти. Пикай. Вот она, эта комната. Включать ничего не буду, я выходить не планирую здесь. А что это за АК-545? Я что-то пропустил? Сколько я спал? Ух, мать. Фильтр прям в лицо мне. Вот куда я собираюсь идти, там и перестрелка. Второй маяк ставить не буду. Второй маяк далековато, туда придется педалить, а мне надо выжить, выйти с локации. Я здесь в любом случае еще далеко не последний раз. Вот здесь попробую в дыре просто выйти. На люке, точнее. Не-не-не-не-не. А, все, это по нему. Все нормально. Мы живем. Ну вот тебе 5,5 минут, и большое дело сделали. Еще и быровца одного застрелили. Не знаю, что за АК такой есть. Честно, первый раз его вижу. Я, походу, много чего пропустил. Чисто ради интереса поглядим, что за автомат такой интересный новый. Так, Крис мы уже пробовали, АК-545. Ё-моё. А, он чисто карабин. Понятно. 5,45 БП меньше половины. Ну, почему бы и нет?
Нашли подземный бункер, нашли комнату управления, значит можем бункер часть первая квеста прапора закрывать смело. Ну и естественно он дает второй квест бункер часть вторая. Здесь необходимо найти гермозатвор, ведущий к госпиталю. Все, в общем, входы в этот подземный бункер надо будет обнаружить и выйти с локации. Но еще один рейд предлагаю сходить за дикаря, что-то на бережок ходить такое себе. Долго бегаешь, а приходишь, там уже все лутано. И времени немного, и нажива не очень большая. Давай попробуем на таможню в этот раз сходить, посмотрю тайники и места, где могут быть эти самые флешки спавниться. Погнали, имеем вазелин, апотечку, и еще апотечку. Кепка. Что-то, блин, подгрузки какие-то, как-то себя плохо чувствует Тарков. Воскресенье, наверное. Я записываю воскресенье, наверное, нагрузка хорошая сейчас на сервер. Ну и в общем, будем сейчас за Дикого смотреть. Что у нас по времени, я чуть не обратил внимание. Блин, 18 минут, не так уж и много. Ну хотя бы картотеки ближайшие можно будет глянуть. Старая дорога, старая заправка, военная база КПП. Ладно. Флешки, флешки, флешки. В спящем можно будет что-нибудь интересное посмотреть. В сумках. Тоже нередко сюрпризы всякие, да, попадаются. Хотя бы медицину, какой-нибудь бинтик, что ли. Морфий. Ладно. Не буду смотреть спящего, пойду картотеки посмотрю. Тут, там. И если успею, еще в медблок сгоняю. Там картотеку гляну. Что тут у нас? Ничего. За Дикого, наверное, лутаться, на лутание какие-то квесты ходить, тогда, когда либо не час пик, не в выходные, да? Либо вообще на каком-нибудь мертвом сервере, тогда и времени побольше будет, и народу там поменьше. Вот за Дикого там просто мечта лутаться. А так уже все вычищено, если не челоботами, то ЧВКшниками. Все сметают подряд. А ничего, скупчику все продам и заживем. А, это бот, я думал, кто там присел, спрятался. Наверху открыто. Лута на 100%, но бывает такое, что народ где-то не досмотрел, как я, например. Пропустил. Но это не тот случай, видимо. Молодцы, ответственно подходите к лутанию. Вообще ничего, даже мусора никакого не оставляют. Пойдем следующую картотеку смотреть. А, вот здесь зеленый ящик есть. Тут, может, пушка какая. Ну, по модулям тоже неплохо. Рики зависшие. Что-то плохо игре, я говорю, что-то плохо игре. Тут через раз что-то открыто.
Знают, что открывать, что ли? Фу, ё-моё. Я даже ничего толком не успеваю тут найти себе. Да и тут открыта дверь, ё-моё. Прям реально все вычищают в ноль. Что-то есть по мелочи. Но это правда прям не алё. Там что за стрельба? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Пойдем поморим. Ага, что-то ругается на кого-то. Кто-то им там кровь подпортил. Это уже при мне лутано. По-моему, надо за дико выходить вообще на какой-нибудь маяк, там лутаться. Там настолько много лута, что его вытащить весь просто нереально, мне кажется. Тут прям, ну, все вскрыто. Прям вообще и тут ящик вскрыт. Вообще нечего выносить. И тут вскрыто. Медблок открыт. Да там часто игнорируют картотеки. Долго не задерживается там лут. Заглянуть, я думаю, надо. Открыто, открыто. Открыто. О, спящего не тронули. Куртку не тронули. Это что такое, дальномер, что ли? Точно. Это что такое? Вая, 3 патрона аж. Да куда установить-то, ты чё? Обчистили. Да ну, и картотеки тоже выковыряли все. Прожорливый народ, а? Все выгребли, надо же. То так даже не интересно.
Не, ну это... Вообще ноль. Как жить-то без лута? Вах-вах-вах. А мне это некуда засунуть. Браво. У меня даже рюкзачка же нет никакого. Что тогда на старой заправе, я думаю, выскочим. Сейчас тут тоже попялюсь. Пофиг. Так, лутанули уже. О. Куда мне ее? К ноге привязать, что ли, эту разгрузку? Вот такие дела тут. А тут лутано все, ЧВКшниками, причем лутано. ПП, БТ. БТ зацепим. Эти большие ящики тоже вкусно лутать. Но они все уже обшарены. Опачки. Опачки. Еще и свеча зажигания. Ну давай. Что ты смотришь на нее? Оба, и ничего нету, продовольственный ящик. Сишки только, Марлеборо. Ну, я Мальборо уже насобирал 5 пачек, у меня больше их смысла нет таскать. Стоят они копейки, а другого применения им нет. Кроме как по квесту сдать. Все. А, нет, не все. Вот тут еще ящик есть. О! Есть! Во! Пойдет. Значит... Вот так вот. Что еще выкинуть можно будет? Блин, выкидывать-то жалко все это добро. Ладно, эту хрень выкинем. Вот так вот. Ну вот, спасибо, Тарков. Хоть чуть-чуть денежку подколымлю. А то этот схрон второго уровня, 2,5 миллиона, я тогда... Да и шачипаски буду копить. В следующий раз за дикого, за лутом на продажу пойду, на маяк лучше схожу. Там лута очень много, разбросан по всей локации, мест, где разгуляться, всем хватит. Понял. А вот выход. Но я хочу туда. О,
А вообще, раз у меня рюкзачок появился, я бы сходил посмотрел аккумулятор еще. Ого, ни хрена себе тебя тут, братюня, размазюкало. Печально, конечно. Картина такая себе. А, мне некуда его забрать, все нормально. Что за жесть вы тут устраивали, а? Негодяи. Три с половиной минуты. Да ладно, мне хватит. Тут ближайший цех, просто на полке заглянуть хочу. А вдруг там реально лежит аккумулятор, а я просто пробегу мимо него. Досадно же будет. Свои? Ага. Ага. Ну что, неплохой день, господа. Есть ли аккумулятор? Нет, конечно. Ну и ладно. Нет, так нету. Тогда можно и на выход. Ой, еще кто-то лежит. Кто-то на диких, кто-то оторвался. Аджи прям отыгрался. ХП, понятно. Вместо этого рюкзака вот это возьму. Вместо вот этого вот так. Все. Пошли домой. Ну, хоть какую-то копейку принесу. Блин, правда, у меня места там нет. Я куда сейчас выгружать это все буду, не знаю. Но как-нибудь разберемся, я думаю. Как-то так. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю всех за поддержку, моральную, материальную, за пальцы вверх, добрые отзывы. Всем отличного настроения, приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.